Когда он просыпается, то оказывается в странном месте, а перед ним совершенно другая еда. Он замечает, что его руки стали маленькими, как у ребенка. Он смотрит на свое отражение в тарелке и с ужасом понимает, что превратился в маленького ребенка. Он в замешательстве, но понимает, что это место действительно странное, и вокруг него идет свадебное торжество. Он бормочет себе под нос, что это должно быть сон, но все кажется слишком реальным. Внезапно к нему подходит мужчина и спрашивает, что он здесь делает. Это пугает Виндалина, и он понимает, что все еще во сне, потому что ничего не изменилось. В этот момент мужчина быстро будит его и просит поприветствовать гостей. Виндалин ошеломлен, потому что понимает, что все еще во сне и ничего не изменилось. В этот момент появляется его отец и говорит гостям, что Виндалин его младший сын. Виндалин все еще не понимает, что происходит, и ему трудно говорить. Затем внезапно появляется Эрик и представляется гостям, а также рассказывает им о Виндалине. Виндалин удивлен, что его имя осталось прежним в этой новой жизни. Эрик объясняет гостям, что Виндалин просто нервничает, потому что впервые присутствует на таком торжестве. На самом деле это свадьба их старшего брата Курта. Позже Эрик отводит Виндалина в тихий уголок на вечеринке, угощает его чаем и начинает объяснять, что происходит. Он говорит Виндалину, что их старший брат Курт женится на Амалии, второй дочери из знатной семьи. Эрик рассказывает, что их отец долго искал подходящую невесту для Курта из знатных семей, потому что они бедны, и это было непросто. Виндалин удивляется и спрашивает: «Значит, если наш брат женится на девушке из знатной семьи, то мы тоже знатные?» Эрик отвечает: «Да, мы тоже баумейстеры, настоящие аристократы». Виндалин в восторге от того, что они тоже аристократы, и думает, что теперь его жизнь будет прекрасной и полной радостей. Он верит, что теперь, как третий ребенок в этой знатной семье, он будет жить в роскоши. Жизнь будет прекрасной. На следующее утро за завтраком подают только черствый хлеб и овощной суп. Виндалин шокирован резкой переменой в доме и странной едой. Он спрашивает отца, где Эрик. Мать отвечает, что Эрик ушел на рыбалку. Чуть позже Эрик возвращается домой, и Виндалин открывает ему дверь. Эрик смотрит на Виндалина и с улыбкой говорит: «Ты удивлен нашей роскошной едой, да?» Виндалин спрашивает, как они могли позволить себе вчерашнюю вечеринку, а сегодня оказались в таком бедственном положении. Эрик объясняет, что они должны были быть очень щедрыми с гостями, хоть они и бедны, потому что это традиция среди аристократов. Уэндилин оглядывает дом и понимает, что все на вчерашней вечеринке было притворством, даже поврежденные стены были просто прикрыты шторами. Эрик объясняет, что еда и украшения были приготовлены только для свадьбы, а теперь они снова будут есть хлеб и суп. Уэндилин пытается утешить себя, думая, что хотя эта семья очень бедна, он все же третий сын дворянина, и у него должны быть какие-то привилегии. В этот момент с охоты возвращаются остальные его братья, и он с ужасом узнает, что на самом деле он восьмой сын в этой бедной дворянской семье, а не третий. Уэндилин явно расстроен и поднимается на самый верх дома, думая о том, что он восьмой сын в этой обедневшей дворянской семье, живущий в сельской местности далеко от столицы, где около 800 жителей. Он выходит на улицу, размышляя о своей несчастной жизни. Вдруг он видит, как Эрик и остальные его братья покидают деревню, а их мать со слезами на глазах прощается с ними. Уэндилин подбегает к ним и спрашивает, куда они направляются. Эрик отвечает, что они забыли сказать ему, что собираются уехать после свадьбы Курта. Другой брат говорит ему, что он должен остаться, потому что он еще молод, а они уже достаточно взрослые, чтобы найти свой путь. Уэндилин спрашивает, почему они не остаются и не наследуют землю. Эрик объясняет, что они бедные дворяне и не могут разделить землю. Все имущество достанется Курту как старшему в семье. Они отказываются от своих прав на наследство и уезжают. Виндалин спрашивает, как они будут жить без своих титулов, на что его брат отвечает, что один из них женился на дочери мелкого дворянина, а остальные будут работать в столице или станут искателями приключений. Эрик хлопает Виндалина по плечу и говорит, что ему нужно усердно работать, чтобы не бедствовать в будущем. Затем они уходят. Виндалин идет в библиотеку и с разочарованием обнаруживает, что все книги бесполезны. Случайно он находит шкатулку с магическим шаром и свитком со странными письменами. Он удивлен, узнав, что в этом мире есть магия, но встречается она очень редко. Виндалин решает попытать удачу и проверить свои магические способности с помощью шара. Он читает инструкции на свитке и пытается использовать магию на шаре, сначала думая, что это обман, но вдруг шар начинает светиться. Виндалин в шоке, и в этот момент кто-то в лесу чувствует магическую энергию Виндалина. Виндалин возвращается в библиотеку и с нетерпением читает свиток дальше, чтобы узнать больше о магии, но разочаровывается, не найдя никакой полезной информации. Он ищет в библиотеке хоть какую-нибудь книгу о магии, но все они бесполезны. Входит его отец и, поискав Виндалина, просит его принести
дров из леса. Виндалин идет в лес и пытается использовать магию, но выглядит глупо и ничего не может сделать. Его действия комичны. В этот момент появляется человек из леса, который почувствовал магическую энергию Виндалина и говорит: «Так это ты обладаешь магической энергией. Ты еще совсем молод». Виндалин пугается и направляет на мужчину палку. Мужчина извиняется за то, что напугал его, и представляется волшебником, забирает у Виндалина палку и выбрасывает ее. К сожалению, посох ударяется о камень, что вызывает цепную реакцию, и в результате на них нападает огромный дикий зверь. Зверь, увидев Виндалина и волшебника, в ярости бросается на них. Виндалин в ужасе, но волшебник хватает его и говорит, что нужно представить себе магию, и он должен направить руку на зверя. Виндалин в ужасе и говорит, что не может этого сделать, спрашивая, как он вдруг научился магии. Волшебник говорит, что нужно принять ману внутри себя, а затем собрать ее. Виндалин успешно справляется с этим и произносит заклинание ветра, которое поражает зверя. Волшебник поздравляет Виндалина с его первым заклинанием. Когда зверь снова нападает, волшебник уничтожает его мощным заклинанием ветра. Виндалин напуган невероятной магической силой волшебника. Волшебник представляется как Альфред, бывший придворный маг герцогства Блейрад, и уверяет Виндалина, что он тоже станет великим магом, даже более великим, чем Альфред. На следующее утро после завтрака Амалия вместо чая дает Виндалину напиток под названием мате, что удивляет его, потому что он выглядит как обычная вода. Но позже он пьет чай с Альфредом и удивляется его волшебному вкусу. Альфред говорит, что хочет научить его магии, и это шокирует Виндалина, который спрашивает, зачем ему учить его магии. Альфред объясняет, что ему не нужны ни деньги, ни что-то еще. Он просто хочет, чтобы Виндалин стал его учеником. Виндалин с радостью соглашается на все, лишь бы научиться магии. Альфред говорит, что они начнут заниматься магией завтра, и что Виндалин должен держать это в секрете. Он объясняет, что если жители деревни узнают, что Виндалин умеет пользоваться магией, то начнется спор о наследовании власти. Виндалин в недоумении, ведь он 8-й сын и не может стать правителем. Альфред объясняет, что маги обладают большой властью и влиянием в обществе, и это может сделать Виндалин следующим правителем региона, но сейчас, пока он еще ребенок. Борьба за власть была бы для него опасна, поэтому он должен держать свои магические способности в секрете. На следующее утро Альфред учит Виндалин магии. Первый урок – это определение магических способностей и их предела. Альфред с удивлением обнаруживает, что магическая энергия Виндалин огромна, даже больше, чем у него самого. Тем временем их отец, находясь в библиотеке, замечает, что хрустальный шар не на своем месте. Входит Курт, и они смеются над Виндалин, говоря, что, похоже, она хочет стать волшебницей. На следующий день Виндалин продолжает свои магические тренировки и делает большие успехи, даже используя продвинутую магию, чем вызывает похвалу Альфреда. Виндалин замечает, что у Альфреда корзина полная овощей, и спрашивает, откуда они. Альфред объясняет, что Виндалин сказал своей семье, что пойдет в лес за едой, поэтому он принес ему овощи с гор. Виндалин возвращается домой с овощами, чем очень радует маму и Амали, но Курт злится и завидует тому, что Виндалин хвалит. Отец замечает, что Виндалин принес редкий вид овощей, которые можно найти только перелетев через реку, а это очень сложно для его возраста. Он спрашивает, умеет ли Виндалин летать с помощью магии. Курт начинает подозревать, что Виндалин действительно использует магию, что может стать угрозой для его права наследования после смерти отца. На следующий день Альфред учит Виндалин контролировать магию. Виндалин успешно использует магию, чтобы поймать камнем птицу. Альфред жарит птицу, и Виндалин очень доволен ее вкусом. Виндалин добавляет в еду какие-то травы, удивляя Альфреда, который спрашивает о них. Виндалин объясняет, что он нашел эту траву глубоко в лесу, и она очень вкусная. Альфред замечает, что она должно быть очень вкусная, раз ее нашла Виндалин, и добавляет много травы, к удивлению Виндалин. После этого Альфред просит его больше не ходить в лес. Он сообщает ему, что лес заколдован различными видами монстров, с которыми обычные люди не могут справиться. Но при этом он богат пищевыми ресурсами и травами, которые трудно найти в других местах. Затем Альфред говорит Виндалин, что в это время за ним наблюдает его брат Курт. Альфред выражает обеспокоенность тем, что Виндалин может узнать о его использовании магии и боится потерять свои права на трон. Он спрашивает Виндалин, хочет ли он стать правителем, но Виндалин отвечает, что он этого не хочет, потому что это вызовет проблемы с Куртом. Альфред предлагает Виндалину стать искателем приключений, что является подходящей карьерой для него, как для мага. В этот момент Альфред ощущает зловещую энергию и внутренне беспокоится, что время поджимает, и Виндалин нужно больше времени для тренировок. Вечером Виндалин присоединяется к своей семье за ужином и сообщает им о своем желании стать искателем приключений. Естественно, все опечалены тем, что Виндалин покинет дом, чтобы поступить в Академию искателей приключений. Однако Курт особенно рад этой новости. К сожалению, отец Виндалин упомянул, что у них нет денег на его обучение в Академии. На следующее утро Виндалин навещает Альфреда и узнает, что герцогство, в котором находится Академия, находится за горным хребтом и на самом деле является оживленным торговым городом. Он также узнает, что даже дети там могут вступить в торговые гильдии и заработать значительное состояние. Однако Виндалин должна научиться магии телепортации, чтобы добраться до крепости Брейер, которая находится очень
очень далеко. Он спрашивает Виндалин, что это мгновенная телепортация или магия левитации, и Альфред подтверждает, что это магия левитации, и берет его в полет, чтобы показать ему мир сверху. Вечером Альфред сопротивляется зловещему проклятию, которое снова овладело им, со временем усиливаясь. На следующее утро Виндалин узнает от Альфреда, что сегодня последний день его обучения. Виндалин глубоко опечалена, потому что больше не увидит Альфреда. Вечером Виндалин ужинает со своей семьей и рассказывает, что они обнаружили в лесу другую цивилизацию, которая со временем превращает людей в зомби. Он описывает характеристики этих существ в своей семье. В тот момент, когда Телин понимает, что Альфред стал одним из этих существ, он быстро убегает и летит к Альфреду, своему учителю, который глубоко беспокоится о нем. Он встречает Альфреда и начинает понимать все, в том числе и то, как Альфред стал одним из этих существ. После этого Альфред просит Виндалин очистить его, прежде чем он полностью превратится в зомби. Поначалу колеблясь, Виндалин в конце концов соглашается и со слезами на глазах проводит ритуал очищения. Несколько лет спустя Виндалину исполняется 12, и он прощается со своей матерью в Амале, отправляясь в герцогство, чтобы поступить в Академию Искателей Приключений. Через несколько дней Виндалин прибывает в Академию, нервничая, потому что последние 7 лет он провел в изоляции, чтобы избежать неприятностей. Из-за этого у него возникли проблемы с общением с окружающими. В это время другие ученики знакомятся с учителем в классе. Затем учитель дает им тест по специализации, чтобы они могли позже тренироваться в группах. В столовой Виндалин чувствует себя неловко, потому что не знает, как завести друзей, и боится, что останется изгоем. Но в этот момент все студенты видят в нем великого мага и говорят, что должны доказать Виндалину, что они лучшая команда, чтобы он согласился к ним присоединиться. Они начинают представляться. Парня зовут Эйр, девушку с голубыми волосами Луис, а ее рыжеволосую подругу Ина. Затем приходит другая команда и начинает спорить с командой Эйра, кому из них присоединится Виндалин. Затем все команды отправляются на охоту и возвращаются в гильдию с добычей, чтобы получить награду. Все взволнованы, потому что, поймав самую большую добычу, они смогут убедить Виндалина присоединиться к ним. К сожалению, Виндалин возвращается и поражает их своей невероятной силой, ведь он уже поймал много монстров и получил огромную награду. Ошеломленные студенты решают больше не бороться за то, чтобы Виндалин присоединился к их команде из-за его невероятной силы, полагая, что им никогда не удастся убедить его, что они ему равня. Тем временем Виндалин все еще хочет завести друзей и приглашает всех на ужин за свой счет. Но, к сожалению, все уже ушли. Эйр, Луис и Ина разочарованы тем, что у них нет права управлять своими землями или строить грандиозные планы, потому что они самые младшие в семье, несмотря на то, что потенциально сильнейшие. Однако Анна воодушевляется и говорит, что они не сдадутся и будут продолжать охотиться на монстров в лесах, пока Виндалин их не заметит. На следующий день команда снова отправляется на охоту, но на них нападает стая свирепых волков. Команда отбивается, но быстро оказывается в меньшинстве. В этот момент Виндалин замечает, что волки напали на его одноклассников, и решает помочь им. Мы возвращаемся к команде, сражающейся с волками. Внезапно на Луиса нападает волк, но Айр спасает его в последний момент, сам при этом получая ранение. Волки внезапно нападают на всю команду, но Виндалин появляется и быстро расправляется с ними с помощью своей мощной магии земли. Он отводит команду в больницу, чтобы вылечить Айра. Команда благодарит Виндалина и извиняется за то, что доставила ему неприятности и пыталась добиться его одобрения. Анна говорит, что теперь она понимает правду, увидев его мощную магию, и что они отказались от идеи, что он присоединится к ним. Но они все равно будут продолжать становиться сильнее в будущем. Затем приходит учитель, успокаивает их и сообщает, что все студенты Академии лично встретятся с герцогом на вечеринке. В день вечеринки все студенты одеты в свои лучшие наряды и готовы к мероприятию, на котором присутствует сам герцог. Помощник герцога сообщает ему, что Виндалин тоже будет на вечеринке. Герцог подходит к студентам, и Инна думает, что он направляется к ее команде, чтобы поговорить, но он проходит мимо и здоровается с Виндалином. Инна чувствует себя неловко, когда другие студенты смеются над ней. Герцог говорит с Виндалином, радуясь, что кто-то из семьи Балмастеров пришел на вечеринку и преодолел горы. Хотя другие семьи были расстроены отказом семьи Балмастеров от приглашений герцога в прошлом. Виндалин отвечает, что герцог наверняка знает, что сейчас у семьи финансовые трудности, и они едва сводят концы с концами. Затем герцог просит Виндалин сопровождать его внутрь замка. Виндалин соглашается, но просит взять с собой свою команду. Все удивлены, и Виндалин берет с собой Хейра, Луизу и Ину. Внутри замка Виндалин встречает придворного мага Бренда Тега и бывшего придворного мага Альфреда, которые начинают говорить о том, что Альфред долгое время был личом, и что его мечтой было найти ученика, который мог бы передать его дальше. Его магия. Это было непросто, потому что Альфред был одним из 5 лучших волшебников в мире, но поскольку его волшебная сумка находится у Виндалин, можно с уверенностью сказать, что Виндалин – ученица Альфреда. Затем они рассказывают об Альфреде в его последние минуты. После недолгого разговора команда уходит, чувствуя разочарование, потому что они думали использовать Виндалина и считали, что он отличается от них, когда оказался в такой же ситуации. Затем приходит Виндалин и извиняется за их недопонимание и говорит им, что они не заслуживают быть в его команде, потому что они думали использовать его, чтобы улучшить свою жизнь. Он говорит им,
тем, что ему также жаль, что он использовал их, так что ему не пришлось бы соглашаться с герцогом. Они смеются и, наконец, объединяются в команду. В этот момент прибывают герцог и придворный маг и вручают Виндалин награду за возвращение припасов, которая составляет 1000 золотых монеты. Придворный маг Бран также сообщает ему, что он унаследует имущество своего хозяина Альфреда. На следующий день Виндалин и его друзья отправляются на свадьбу его брата на волшебном летающем корабле. Ему страшно находиться на корабле, поэтому Бран успокаивает его, говоря, что беспокоиться ни о чем, потому что волшебные корабли не так-то легко падают. Как только он начинает чувствовать себя в безопасности, Бран ощущает приближение какой-то странной энергии и говорит Айру, что корабль может упасть. Но это не точно, если на него нападет огромный дракон. В этот момент появляется огромный скелет дракона со зловещей аурой. Все пассажиры на корабле в ужасе. Капитан корабля успокаивает их, говоря, что все будет хорошо, потому что с ними великий маг Брантак, и он позаботится о драконе. К сожалению, Бран говорит капитану корабля, что не сможет победить дракона, потому что это зомби. Единственное решение — очистить его с помощью очищающей магии, но Бран не знает, как это сделать. Все в панике и не знают, что делать. Рантак успокаивает их и смотрит на Виндалин, говоря, что беспокоиться ни о чем, потому что здесь есть еще один могущественный маг, который может решить эту проблему. Виндалин напуган, говорит, что не сможет победить дракона. Рантак подбадривает его, говоря, что если бы здесь был Альфред, он был бы рад сразиться с драконом. Услышав имя своего хозяина, Виндалин набирается смелости и смотрит дракону в глаза. Дракон выдыхает смертоносное пламя на Виндалина, но тот быстро уворачивается, уничтожая лес позади себя. Виндалин оглядывается на корабль, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, и видит, что Бран защищает его магическим барьером. Убедившись, что все в безопасности, Виндалин продолжает сражаться с драконом. Он собирает энергию, чтобы очистить чудовище. Собрав достаточно энергии, он успешно очищает дракона и собирает все его кости. Заметив драгоценный камень в сердце дракона, Виндалин удивляется. Он возвращается на корабль, где все счастливы и празднуют его победу над драконом. Маг говорит Виндалину, что все в порядке и что они благополучно доберутся до столицы. Виндалин отвечает, что он рад, потому что хочет купить много вещей в столице. Внезапно появляется старик и обращается к Виндалину. Рантек приветствует его, говоря: «Привет, Артерио, ты тоже на этом корабле». Артерио отвечает, что ему понравилось, как Виндалин победил дракона. Рантек представляет Артерио Виндалину, объясняя, что тот был его напарником, когда он был искателем приключений. Виндалин, удивленный, спрашивает, были ли они в одной команде. Рантек объясняет, что сейчас Артерио возглавляет крупную торговую компанию в столице, которая имеет значительное политическое влияние. Виндалин приветствует его и спрашивает, что он имел в виду, когда говорил, что в столице трудно делать покупки. Артерио уверяет его, что он все поймет, когда они прибудут в столицу. На следующее утро корабль прибывает в порт столицы, и Эйр предлагает сначала немного осмотреть город. Команда соглашается, и в этот момент Ранток говорит, что у него есть неотложные дела, и убегает, оставляя их с Артерио. Внезапно появляется большое количество рыцарей. Командир рыцарей спускается и благодарит Виндалина за победу над древним костяным драконом. Командир открывает для них королевскую карету, говоря, что король ждет их в замке, чем шокирует всех присутствующих. Виндалин и Артерио направляются в королевский дворец. Когда Виндалин входит в тронный зал, кто-то представляет его королю как победителя древнего дракона. После этого Артерио и Виндалин приветствуют короля, и король присваивает Виндалину титул барона, делая его официальным дворянином, независимым от своей семьи. В то же время король вручает ему медаль с изображением дракона-близнеца, высшую награду в стране. Затем командующий армией и министр финансов спорят о том, какую награду должен получить Виндалин за кости дракона. В конце концов вмешивается мудрый старик и назначает награду в 150 золотых монет, оставив Виндалина в недоумении. Артерио объясняет, что они сражаются, чтобы показать свою поддержку Виндалину, чтобы он был верен им в будущем. Тем временем команда Виндалина обсуждает с его братом и Браном, что теперь у Виндалина более высокий титул, чем у его отца, который был рыцарем, а Виндалин стал бароном. Это значит, что он может основать новую ветвь, независимую от семьи. Команда беспокоится, что Виндалин больше не будет с ними путешествовать. Брандтек уверяет их, что Виндалин, будучи безземельным дворянином, может делать все, что захочет. И это очень радует команду, потому что Виндалин может продолжать путешествовать с ними. После того, как Виндалин покидает дворец вместе с Артерио, он встречает стражников, которые демонстрируют свои навыки, надеясь, что он их наймет, и это его удивляет. Артерио объясняет, что такова цена славы, и что многие люди захотят, чтобы он их нанял, включая богатых торговцев, которые захотят, чтобы он женился на их дочерях. Виндалин еще больше шокирован, когда узнает, что ему какое-то время нельзя появляться на публике. На следующее утро Виндалин приходит на свадьбу своего брата и замечает, что они совсем не рады. Он спрашивает, почему, и они говорят ему, что их семья снова опозорила их, не прислав свадебные подарки, как обычно, сославшись на бедность. Инна говорит, что это создаст проблемы для герцогства, и герцог будет очень зол. Когда Лин недоумевает, его брат объясняет, что бедность семьи плохо отразится на герцоге,
потому что они его вассалы, и они не могут просить у герцогства денег, потому что не смогут их вернуть. Чтобы разрешить ситуацию, Виндалин решает сам оплатить роскошные свадебные подарки и привезти их, прикрыв тем самым свою бедную семью. Он выполняет задания, приносит подарки, и свадьба проходит весело. После свадьбы Артерио подходит к Виндалин и подшучивает над ним, называя его благородным, а потом дарит ему рис, который привез с севера друг-предатель. Виндалин в восторге от риса и спешит с друзьями обратно в замок. Там он готовит вкусную еду из риса и супа, которой все наслаждаются. В это же время глава церкви вызывает к себе внучку и говорит, что нашел ей подходящего жениха. На следующий день Виндалин приходит к главе церкви, чтобы поблагодарить его за помощь королю, и дарит ему скромный подарок. Они немного беседуют, и внучка главы церкви Алиса приносит им чай. Глава церкви просит ее представиться, и Виндалин замечает, что у нее много магической энергии, значит, она тоже владеет магией. Глава церкви объясняет, что Алиса владеет магией исцеления, и это впечатляет Виндалина. Они говорят об Алисе и ее способностях, и о том, что многие знатные семьи хотят жениться на ней из-за ее силы. Виндалин в шутку говорит, что, возможно, ему придется участвовать в соревновании, и глава церкви спрашивает, правда ли он хочет жениться на Алисе. Виндалин смеется и говорит «да», но удивляется, когда глава церкви становится серьезным и говорит, что Виндалин теперь помолвлен с Алисой. Позже глава церкви и его главный слуга обсуждают, как Виндалин был шокирован внезапной помолвкой, и смеются над ним. Глава церкви спрашивает мнение слуги о том, что Виндалин получил в подарок много золотых монет. И они приходят к выводу, что Виндалин не только владеет магией, но и разбирается в управлении. Виндалин возвращается в замок и рассказывает друзьям о том, что произошло, и о том, что он помолвлен с Алисой, внучкой главы церкви. Его брат и невестка предположили, что он переоделся шутом, чтобы его не узнали, когда он ходил по магазинам. Они пошли на рынок, и люди смотрели на Виндалина, удивляясь, почему он так выглядит. Он сказал им не обращать внимания и наслаждаться покупками, а сам выбирал сладости в магазине. Проходя по рынку, Виндалин заметил воина с копьем, который всегда хотел быть его последователем, и занервничал. Эйр заверил его, что его не узнают. Но воин окликнул Виндалина, узнав его по зубам. Вскоре вокруг Виндалина собрались все воины, желающие стать его последователями. Виндалин телепортировался, чтобы быстро сбежать вместе с Эйром. Вернувшись в замок, Виндалин был очень расстроен, потому что не мог наслаждаться летними каникулами, как обычные люди. Его брат предложил нанять последователя, чтобы он мог отказывать всем воинам, которые хотели присоединиться к нему. Виндалину понравилась эта идея, и он в шутку предложил стать его последователем. Виндалин воспринял это всерьез, согласился и подарил Эйру подарок, думая про себя, что ему нужно быстро выполнить поручение. Виндалин отправился в дом старейшины церкви, чтобы встретиться с Алисой. Он оказался у окна дома старейшины, быстро спрятался, чтобы его не заметили, но Алиса его поймала. Он отвел ее на крышу, сказав, что принес сладости, и подумал, что они могли бы их вместе съесть. Но сладости помялись, и Виндалин смутился. Он сказал Алисе, что хотел поговорить об их помолвке, и спросил ее мнение. Алиса ответила, что очень рада быть женой героя, победившего дракона. Вернувшись в замок, он удивил Льюиса и Эну, объявив, что теперь он первый последователь Виндалина. Они расстроились, потому что это означало, что они станут старшими, если станут последователями Виндалина. Льюис вдруг понимает, что они должны женить Виндалина на Венди, чтобы он стал выше по статусу и командовал им. Пока они придумывают, как убедить Виндалина, Виндалин встречает главного слугу церковного старосты, который приглашает его на ужин со своей невестой Алисой. Виндалин идет на ужин, и после того, как они заканчивают есть, главный слуга предлагает купить подарок в честь их первого совместного ужина. Главный слуга ведет их в ювелирный магазин, и Виндалин с Алисой рассматривают обручальные кольца. Виндалин замечает, что все они очень дорогие, и говорит, что это типичное поведение глупых аристократов. Виндалину нравится одно кольцо, и Алиса говорит, что ему не нужно покупать ей что-то такое дорогое. Виндалин уверяет ее, что это не проблема, потому что он получил от короля большую награду за убийство дракона. Он спрашивает о цене кольца, и ювелир говорит, что оно стоит 300 золотых монет, потому что это волшебное кольцо. Виндалин шокирован ценой, но покупает его, чтобы не смущать Алису. По дороге обратно в карете они разговаривают, и Виндалин показывает Алисе магическое световое шоу с помощью кольца, чтобы разрядить обстановку. Когда они возвращаются в замок, церковный староста спрашивает главного слугу, что он думает о Виндалине. Слуга отвечает, что он еще не до конца понял Виндалина, но относится к Алисе как к обычной девушке и не пользуется ее статусом. На следующее утро спрашивает Луиса и Ину об их планах женить Виндалина. Они говорят, что не торопятся. Пока они обсуждают, что Алиса в столице, внезапно появляется Алиса, чем шокирует их. Брат Виндалина объясняет, что она приехала навестить Виндалина. Говорит ей, что Виндалин отправился в замок. Элис говорит, что это не важно, она хочет побольше узнать о Виндалине. Тем временем Виндалин находится у короля, который просит его убить еще одного дракона. Как обычно, Виндалин соглашается, чтобы король не лишился головы. Затем капитан рыцарей объясняет Виндалину и магу из герцогства план и место, где будет проходить миссия, говоря, что только маги могут противостоять дыханию дракона. Виндалин удивлен и спрашивает, неужели они вдвоем будут сражаться с драконом. Король успокаивает его, говоря, что есть еще один человек. В этот момент входит маг с суровым видом и приветствует мага из герцогства Брана. Бран улыбается и спрашивает: «Это ты третий?» Они пожимают друг другу руки, и маг смотрит на Виндалина, узнавая в нем героя, убившего древнего дракона. Маг так впечатлен Виндалином,
что забывает, что находится перед королем. Вспомнив, он приветствует короля и говорит, что они немедленно отправятся на миссию, пообещав убить дракона. Его магическая энергия вспыхивает от волнения, поражая Виндалина. Рантак представляет мага как Армса, придворного мага. Они втроем отправляются на миссию, и Армс объясняет, что сначала им нужно отправиться на военную заставу в пустыне Болчиния, чтобы спланировать нападение на дракона. Виндалин настроен скептически, думая, что там их ждет много проблем. Несколько дней спустя, когда Виндалин возвращается в свой замок, там уже ждут его брат и друзья. Его брат сообщает, что Виндалин еще несколько дней не вернется, так как им нужно уничтожить всех монстров в пустыне. Убийство дракона разозлит монстров, и они нападут на близлежащие города. Это может привести к серьезным проблемам, поэтому они должны уничтожить всех монстров. Таким образом, Виндалин должен будет собрать свою собственную армию, как дворянин королевства. Льюис удивлен. Он говорит, что обычно этим занимается дворянин, у которого есть земля и армия, а не безземельный дворянин, как Виндалин. Брат Виндалина рассказывает, что суд поручил это Виндалину, потому что они не хотели отдавать это другим дворянам. Вдруг они слышат шум снаружи. Это воины, которые хотят присоединиться к армии Виндалина, армии барона Баумейстера. Брат Виндалина говорит, что Виндалин должен был сам выбрать солдат, но его здесь нет, поэтому это должен сделать его помощник. Он очень нервничает, но друзья его поддерживают. Они отправляются в лагерь Виндалина, где собрались благородные сыновья и безземельные дворяне, которые надеются прославиться в этой битве. Они разбивают лагерь в лесу на ночь, и друзья волнуются, ведь это их первая битва. Алиса приходит проведать Виндалина, но он уже ушел в лагерь у логова дракона, чтобы напасть на него на рассвете. Утром Виндалин, Братак и Армстер стоят перед логовом дракона. Армстер громко призывает начать битву, и дракон просыпается. Армстер создает мощный магический щит и атакует дракона. Когда Телен понимает, что Армстеру не нужна их помощь, Братак объясняет, что Армстер тратит всю свою энергию на удержание дракона, потому что его щит быстро истощает магическую ману, и это приводит к тому, что они не могут нанести последний удар. Мы видим, как дракон пытается убежать от Армстера, но тот его останавливает, и Виндалин наносит последний удар, убивая дракона. Тем временем друзья сидят с Алисой и пьют суп. Алисе нравится атмосфера, и они узнают, что дракон побежден, и все радуются. Затем Алиса идет в палатку целителей, чтобы лечить раненых своей магией. Мы узнаем, что битва была тяжелой из-за большого количества монстров. Выносливость армии – заслуга магов, но солдаты беспокоятся, потому что у магов есть предел. Алиса очень переживает за Гвиндолин и продолжает помогать раненым, используя свое магическое кольцо, когда ее собственная магия на исходе. Наконец, Алиса идет отдыхать, и один воин говорит ей, что слышал, что она невеста Гвиндолин, и хвалит Гвиндолин как настоящего героя, приписывая стойкость армии ей. Ободренная, Алиса продолжает помогать раненым весь день, пока не устает, желая быть достойной Гвиндолин. Утром Алиса очень устает и слышит, что кто-то из семьи Баумейстер ранен, и думает, что это Гвиндолин. Она выбегает и видит, что это брат Гвиндолин. Гвиндолин зовет ее, и когда она видит, что с ним все в порядке, она падает в обморок. Гвиндолин отводит ее отдохнуть. Когда она просыпается, он сидит рядом с ней и говорит, чтобы она отдохнула. Он хвалит ее за старания и говорит, что слышал о ее достижениях от солдат во время битвы. Алиса счастлива его словам. Внезапно Армстер подбегает к Алисе и говорит, что она его племянница, шокируя Гвиндолин. На следующее утро они отправляются в свою новую штаб-квартиру в столице, а слуги готовят замок. Несколько дней спустя брат Гвиндолин, Шлем, тоже женится на девушке из рыцарской семьи. Шлем говорит Гвиндолин, что благородные семьи хотят породниться с ними, потому что они братья Гвиндолин, и это связывает их с ним. Гвиндолин смущается и говорит, что должны быть и другие причины. Его брат отвечает, что нет, ты должен понять, чего ты стоишь, и тебе тоже нужно участвовать в турнире по боевым искусствам, который проводится раз в 3 года. Гвиндолин решает участвовать в турнире и говорит, что будет соревноваться в категории магии. Брат отвечает, что магия запрещена на этом турнире, где все зависит только от боевых искусств, и дворянин, не владеющий мечом, теряет статус. После вечеринки команда Виндалина собирается и готовится к турниру. Он расстроен, что у него нет магии, но не сдается и продолжает тренироваться. Они замечают, что Виндалин идет навстречу с главой церкви. В это время Братак сидит с Льюисом и Иной и говорит им, что они тоже должны участвовать в турнире и хорошо подготовиться, потому что поражение в предварительных раундах опозорит их лорда Виндалина перед дворянами. Вечером Виндалин говорит команде, что к ним присоединится Алиса, поэтому он и пошел навстречу с главой церкви. Команда замечает, что Виндалин очень волнуется перед турниром и спрашивает его почему. Он отвечает, что не хочет опозориться перед дворянами. На следующий день Эйр очень усердно тренируется, так что остальные члены команды не могут угнаться за ним и устают от тренировок.
Вся команда начинает усердно тренироваться, чтобы победить в турнире, и Виндалин впечатлен их стараниями. За это время у Эйра от тренировок начинают кровоточить руки, но он все равно продолжает. Вечером Виндалин говорит наследнику, что в турнире будет участвовать Торин, королевский рыцарь-командор. Эта новость расстраивает наследника, ведь он не знает, как победить сильнейшего фехтовальщика королевства. Он идет в свою комнату очень расстроенный, но друзья приходят его поддержать. Однако он говорит им, что они его никогда не поймут, потому что у них есть магические способности, а у него нет. Это расстраивает его друзей, и они уходят. Утром он идет к Виндалину, чтобы спросить, могут ли его исключить из команды, если он не выиграет турнир. Он видит, что Виндалин спит и не слышит его. Он будет Виндалина, и тот говорит, что ждал Алису, чтобы поделиться с ней своими переживаниями, потому что в нее есть недостаток. Слабые физические способности, несмотря на сильные магические. Поэтому она тайно тренируется каждое утро. Виндалин объясняет, что у каждого есть какой-то недостаток. Приободрившись, Эри говорит Виндалину, что он обязательно выиграет турнир, и просит его посмотреть. На следующий день начинается турнир, и все очень волнуются перед матчами. Первый матч начинается между Виндалином и Фарином, командиром рыцарей. Виндалин проигрывает Фарину за несколько секунд и возвращается на свое место. Брантак шутит о своей скорости, говоря, что он как будто вообще не участвовал в турнире, и смеется над ним. Он говорит Виндалину, что сейчас главное, чтобы остальные члены команды не вернулись быстро. Виндалин успокаивает его, говоря, что этого не случится. И действительно, команда выигрывает все матчи, но Льюис проигрывает в полуфинале. Вскоре после этого Инна проигрывает в полуфинале в поединке на копьях воину с вращающимся копьем, который хотел, чтобы Гвендолин сделала его своим последователем. Инна говорит, что его зовут Рудик, и он не только хорошо владеет оружием, но и очень силен. Кроме того, он вырос в богатой купеческой семье и разбирается в управлении и бухгалтерии. В этот момент Инна замечает, что Виндалин уснул и не слышит, что она говорит. Алиса извиняется перед Иной, объясняя, что Виндалин уснул от усталости, потому что плохо спал прошлой ночью, так как сам готовил ланчбоксы. Тем временем Эйр выигрывает все свои матчи, пока не доходит до финала против Фурмана. Он получает травму руки во время напряженного боя в финале. Он возвращается в комнату, чтобы отдохнуть, и друзья уговаривают его отказаться от участия в турнире, чтобы не перенапрягаться. Они говорят ему, что Виндалин ценит их здоровье больше, чем соревнования и победы, и что Виндалин даже приготовил ланчбоксы для всех, но Эйр еще не смотрел на них. Эйр открывает ланчбокс и чувствует себя счастливым, но это еще больше мотивирует его, и он говорит, что должен участвовать в этом матче, чтобы не опозорить Виндалина. После окончания турнира все члены команды получают наставников. Даже Эйр становится учеником Фарина, а наставником Льюиса и Виндалина становится Мак Армстер. На следующее утро Курт, его отец и жители деревни работают в поле. В это время жена Курта и дети приходят к нему и говорят, что к нему пришел гость. Когда он идет к гостю, тот передает ему письмо о Виндалине, что злит Курта, показывая, что он все еще обижен на своего брата Виндалина. Он не дочитывает письмо, говоря, что этот город не имеет никакого отношения к Виндалину, и они не хотят ничего о нем слышать. Но Амалия дочитывает письмо и в шоке сообщает, что Виндалин погиб во время своей последней миссии. Действие переносится на Виндалина, и мы узнаем, что прошло 3 года с тех пор, как он начал тренироваться со своими наставниками. Виндалин и его друзья очень взволнованы, потому что это их первая официальная миссия. Брент так подходит и говорит Виндалин, что у них есть особое задание, которое нужно выполнить как можно скорее. Брент так говорит, что это его долг как дворянина выполнить это задание. Команда Виндалин отправляется на задание, а Брент так их сопровождает. Они рады, что Брент так их командир, и они прибывают к месту, где находится алмаз. Брент так объясняет, что это опасное задание, и что гильдия уже посылала туда искателей приключений, но они не вернулись. Даже самые опытные не вернулись, что означает, что в этом районе обитает дракон. Виндалин спрашивает, почему их послали туда, и Брент отвечает, как называется ваша команда. Виндалин отвечает, охотники на драконов. Брент говорит, вот почему. В этот момент Виндалин оглядывается на свою команду и видит, что они прячутся за ним. Он говорит, что так искатели приключений себя не ведут. Эри отвечает, что если они столкнутся хотя бы с одним дыханием дракона, то все превратятся в пепел. В этот момент они находят дверь в пещере. Брент так открывает дверь и заходит, но, к сожалению, комната оказывается ловушкой. Брент так говорит им, чтобы они быстро выбирались, но дверь закрывается и появляется скрытая магия, которая связывает их движение и быстро переносит в другое место. Один за другим они думают, как выбраться из этого места. Льюис говорит Виндалин, что нужно использовать телепортацию, и это решит проблему. Виндалин шокирует его, говоря, что это не так просто. Он должен знать, где он был и где находится сейчас, чтобы телепортироваться обратно. Поскольку он не знает их текущее местоположение, он не может использовать телепортацию. Команда сожалеет и спрашивает, что им теперь делать. Виндалин находит лестницу и говорит, что у них нет выбора, кроме как подняться по ней. Они идут по коридору и, дойдя до конца, Бранте спрашивает, что, по их мнению, находится в комнате впереди. Команда начинает нервничать, но заходит в комнату. Внутри они видят множество золотых рыцарей и говорят, что человек, который спроектировал эту пещеру, должно быть сумасшедший. Внезапно дверь в комнату закрывается, и Бранте говорит, что големы проснулись. Виндалин собирается атаковать големов своей магией, но друзья останавливают его, говоря, что нужно поберечь магию, ведь неизвестно, что ждет впереди. Они сами справятся с монстрами, начинается бой, и они побеждают большинство монстров.
Бред помогает своей защитной магией, говоря Виндалину, что им тоже нужно помогать. Команда продолжает сражаться и побеждает всех монстров. Затем Алиса начинает лечить их раны. В этот момент Анна замечает трупы авантюристов, погибших при входе в пещеру, и показывает их Виндалину. Внезапно Луиза слышит шум и просит их замолчать. Она бежит проверить лестницу и потрясена, увидев, что к ним приближается множество големов. Команда в шоке. Эйр спрашивает, когда у них будет перерыв. Бранте говорит им продолжать миссию, и они идут дальше. Виндалин очень беспокоится за свою команду и спрашивает Бранте, когда это закончится. Бранте отвечает, что кто знает. В это время король и Армстер сидят вместе. Король говорит Армстеру, что прошло 5 дней с тех пор, как они вошли в пещеру, и от них нет вестей. И король и Армстер очень беспокоятся за команду. Король упоминает, что во дворце ходят слухи, что они погибли. За пределами королевских покоев разговаривают два дворянина, которые недолюбливают Виндалина и его сторонников. Говорят, Виндалин должно быть мертва, и это большое облегчение для всех. В это время приходит глава церкви. Один из дворян спрашивает его, сильно ли он переживает за свою внучку и невесту. Глава церкви отвечает, что нет, нисколько. Я уверен, что с ними все в порядке, и они скоро вернутся. Он уходит, но очень встревожен и напряжен. Как только он уходит, комиссар окликает его и спрашивает, правда ли они мертвы. Кто распускает эти глупые слухи? В это время хитрый дворянин, который распускает эти слухи, приказывает своему слуге отнести письмо брату Виндалин, Курту, чтобы его дети могли унаследовать земли и имущество барона. Мы возвращаемся к Виндалин и ее команде в пещере. Виндалин ест еду Алисы и немного отдыхает, чтобы восстановить силы. В этот момент Алиса собирается сказать ему, чтобы он поспал и отдохнул, но видит, что он уже уснул. Битва продолжается, и они проходят руны, ведущие наверх, не зная, когда она закончится. Он ранен и говорит, что это никогда не закончится. Мы умрем. Алиса исцеляет его. Он говорит, что даже не победил Фарина в поединке и жалеет, что умрет, не сделав этого. Они продолжают идти, пока не доходят до последней комнаты, где на них нападает огромный дракон. Рантак и Виндалин блокируют атаку своей магией. В этот момент появляется большая группа рыцарей-големов. Один из них ранит Айну, нанося ей серьезную травму. Алиса быстро исцеляет ее, и команда сражается с рыцарями, пока Виндалин и Рантак сражаются с драконом. Они сражаются с драконом, и Рантак решает поддержать Виндалин всей своей магической силой. Он отдает Виндалин всю свою энергию и падает без сил. Тем не менее, дракон побеждает. Алиса поддерживает Виндалин своей святой магией, значительно увеличивая ее силу. Виндалин побеждает дракона, но сама падает без сил вместе с Алисой. Команда расправляется с големами и дает Виндалин и Алисе отдохнуть. Они осматривают это место и находят важные магические книги. Когда Виндалин и Алиса просыпаются, Луи, наследник и Ина находят комнату, полную магических летающих кораблей, и находят выход. Все чувствуют облегчение и очень радуются. Завершив миссию, Виндалин и его команда возвращаются в королевский дворец. Главный казначей начинает собирать все ресурсы, которые Виндалин собрал во время миссии, и подсчитывает вознаграждение. Удивительно, но общая сумма составляет 2 миллиона золотых монет для каждого члена команды. Даже Виндалин и его команда ошеломлены такой огромной суммой. Поскольку сумма очень большая, королевство решает выплачивать ее в течение 20 лет. Затем Виндалин и его друзья вместе с Армистером отправляются во дворец. Виндалин говорит Армистеру, что они покинут столицу и отправятся прямо в герцогство. Армистер удивлен, и Виндалин объясняет, что он решил найти человека, который распространял слухи о его смерти по всей стране. Он также узнает от Армистера, что произошло за время его отсутствия и почему люди падали в обморок при виде него. Все из-за слухов. Команда говорит Армистеру, что они не удивлены, потому что их всегда осуждали за то, что они были рядом с Виндалином. Они даже подумывали отказаться от огромного финансового вознаграждения, потому что это только усилило бы зависть к ним. А Виндалин и так платит им очень щедрые зарплаты. Затем они решили отдать все вознаграждения Виндалину, поздравив его с 10 миллионами золотых монет, что сделало его самым богатым человеком в истории. Тем временем все, кто завидует Виндалину, собираются в доме у злого мистера Рокина, который распустил слухи о смерти Виндалина. Он говорит им, что хотя Виндалин и выжил, план все равно удался, потому что все враги Виндалина наконец-то собрались вместе, и теперь его будет легче устранить. Позже Виндалин и его друзья оказываются во дворце, и кто-то наблюдает за ними из окна. В этот момент Виндалин продолжает говорить со своими друзьями, упоминая, что он думал о том, чтобы назначить кого-то ответственным за дворец в столице на время их отсутствия. Ина предполагает, что ему понадобится кто-то сильный и мудрый, чтобы управлять дворцом, как Виндалин, намекая на Родерика, который все еще хочет служить Виндалину. Виндалин решает устроить вечеринку для Родерика и приглашает его, если тот все еще хочет прийти. Родерик плачет от радости, что Виндалин доверяет ему и сделает его ответственным за дворец в столице. Они вместе празднуют и едят торт. В этот момент команда чувствует, что за Виндалином кто-то наблюдает. Они пытаются быстро защитить Виндалина, но человек убегает, и Родерик обещает Виндалину, что он выяснит, кто распустил слухи о его смерти. Виндалин отвечает, что это будет очень сложно,
потому что даже во дворце сказали, что трудно определить источник слухов, так что Родерику будет нелегко одному. Родерик уверяет его, что справится и быстро выяснит, кто это. Но сейчас Виндалину нужно покинуть столицу, потому что там стало опасно. Виндалин говорит, что сначала ему нужно сделать кое-что важное. В этот момент мы узнаем, что за Виндалином наблюдает молодая девушка. Затем Виндалин отправляется в исследовательский центр и встречается с Лукасом, главным исследователем, чтобы попросить у него инструмент для призыва. Виндалин использует его для особого призыва, а затем покидает центр с большой тележкой, которую тащит тунец и от которой ужасно пахнет. Виндалин говорит команде, что им всем нужно принять душ, когда они вернутся во дворец. Девушка продолжает наблюдать издалека, чувствуя, что Виндалин что-то замышляет. Но прежде чем она успевает их догнать, Виндалин и команда телепортируются во дворец. Тем временем Родерик выясняет, кто распространил слухи о смерти Виндалин, и узнает, что это был мистер Рокинс. Вернувшись во дворец, Виндалин устраивает большую вечеринку, пригласив всех, включая высокопоставленных чиновников и герцога. Наш мистер Рокинс смеется, отмечая, что все любят Виндалин по многим причинам. Затем Виндалин и Элис приносят блюдо с тунцом, приготовленным особым способом. Все удивлены, но в итоге им нравится вкус. Родерик говорит Виндалин, что слухи распустил брат главного бухгалтера, мистер Рокинс. Виндалин потрясена и спрашивает, откуда Родерик все это знает, ведь они не знакомы. Родерик объясняет, что мистер Рокинс использовал его, чтобы отомстить брату из-за существующих между ними разногласий. Виндалин спрашивает, как Родерик узнал об этом, и Родерик отвечает, что он на самом деле сын мистера Рокинса от женщины из скромной купеческой семьи. Поэтому мистер Рокинс не признает его своим сыном. Родерик также сообщает Виндалин, что ее брату Курту отправили письмо, в котором говорилось, что если Виндалин умрет, дети Курта унаследуют титул и имущество Виндалин. Родерик уверяет Виндалин, что он принял необходимые меры. Вечером ассистент мистера Рокина говорит ему, что по стране распространяется слух о том, что он сговорились убить барона Виндалина, пока он был в пещере. Мистер Рокинс шокирован и утверждает, что все это ложь. Входит его жена и сообщает ему, что посланник из дворца немедленно вызывает его к королю, отчего он впадает в панику. Затем мы узнаем, что именно Родерик распространил эти противоречивые слухи. Он говорит Виндалин, что лучший способ бороться со слухами – это использовать другие слухи. Виндалин предупреждает, что это может навлечь на них неприятности, но Родерик уверяет его, что они могут просто отрицать это. Виндалин рада, что Родерик выяснил, кто распространял первоначальные слухи. Затем Элис преподносит Родерику кусочек тунца. В этот момент девочка, которая наблюдала за Гвиндалин, врывается на вечеринку и бежит к нему. Он пытается остановить ее, но она мгновенно сбивает его с ног. Внезапно она встает перед тунцом и начинает есть его целиком, удивляя всех. Затем появляется маршал Эдгар и представляет девочку как свою дочь. Он спрашивает, что она думает о Виндалин, и она отвечает, что все это время наблюдала за ним, и он наконец прошел ее тест. Виндалин счастлива и спрашивает, что именно он сдал, но она игнорирует его и просит у Элиса еще тунца. Элис берет ее с собой, чтобы взять еще. Маршал извиняется перед Виндалин, объясняя, что его дочь всегда интересуется едой, и Брантак рассказывает, что это связано с синдромом героя, который наделяет огромной магической силой, постоянно укрепляя мышцы тела и вызывая высокий метаболизм, который требует большого количества пищи. Маршал говорит Виндалин, что это не должно стать проблемой, так как он теперь очень богат, и предлагает назначить Виндалин своей личной охраной. Виндалин спрашивает, зачем ему нужен такой сильный телохранитель, если он собирается в герцогство для выполнения простых и веселых заданий. Маршал говорит ему, что герцог не сообщил ему, что собирается истребить диких монстров в округе. Герцог приходит и объясняет Виндалину ситуацию, говоря, что у него есть важное поручение. Тем временем Эмили рассказывает Курту о смерти Виндалина, и Курт рад, что его дети унаследуют имущество Виндалина. Но Эмили в шоке, когда видит в окно живого Виндалина. После этого Виндалин и его команда вместе с Брантой садятся с отцом и братьями, чтобы обсудить задание и договориться о своей доле награды. Курт ведет себя очень грубо, потому что до сих пор злится на брата, что раздражает всех из-за его отношения и жадности. Но в конце концов он смягчается и дает команде Виндалина отсрочку. Позже Виндалин навещает своего брата Хемлета и спрашивает, всегда ли он так его ненавидел. Хемлет отвечает, что это началось, когда Виндалин уехал, и Хемлет стал параноиком и боялся, что убийца драконов займет его место. Виндалин уверяет его, что он никогда так не поступит. Жена Хемлета говорит Виндалину, что он замечательный и желает ему удачи в очищении леса от зомби, и рассказывает, что ее дедушка был среди них. Виндалин говорит ей, что он знает, потому что он был его хорошим другом, и он обязательно вернет его снаряжение. Она говорит, что хотела бы, чтобы Виндалин был законным наследником, а не безумцем Куртом. Хемлет добавляет, что она права, и все этого хотят. Затем Виндалин и его команда отправляются в лес и начинают убивать зомби, используя большой магический круг, который они создали вместе с Элисом. В конце концов, на них нападает огромная армия монстров и дракон, но Виндалин побеждает дракона. В это же время команда атакует монстров и побеждает их всех, забирая все снаряжение, которое продали искатели приключений. Позже появляется дедушка Марлон, которого подросток узнал по счету. Странно, но он превратился в личий, может говорить. Он спрашивает о своей внучке и, убедившись, что с ней все в порядке, передает
свой меч Элису-очистителю. Позже Виндалин собирает все снаряжения погибших солдат и возвращает его семьям в деревне, чтобы похоронить вместо тел. Как обычно, глупый Курт пытается забрать все старое снаряжение у жителей деревни, но Виндалин останавливает его. Курт говорит, что в деревне мало денег и ему нужны все эти щиты для заработка, но Виндалин протягивает ему большой железный слиток и говорит, что ему не нужно забирать щиты у жителей деревни, и уходит. Курт злится, а жители деревни радуются и благодарят Виндалина. После этого Виндалин и его команда отправляются во дворец герцога, где Виндалин сообщает герцогу, что это все, что осталось от его солдат. Герцог благодарит его и говорит, что отправит письмо отцу Виндалина, лорду их города, чтобы тот приехал и занялся очищением леса в ближайшее время. Виндалин сомневается и говорит, что не может никуда уехать, кроме своей деревни. Герцог успокаивает его и говорит, что отправит письмо лично. Виндалин возвращается в деревню. Герцог возвращается во дворец и говорит главному казначею, что все идет по плану. Герцог утвердительно кивает. После этого Виндалин, Бранта и их друзья возвращаются в город. Староста деревни говорит им, что она думала, что они уехали навсегда. Виндалин отвечает, что они действительно уехали, но герцог сказал, что они должны остаться, пока не смогут опознать всех погибших солдат, что займет очень много времени, потому что там 2000 солдат. Староста деревни говорит, что раз уж дело обстоит именно так, что думает Виндалин об участии в похоронах погибших солдат города. Виндалин присутствует на похоронах, и Элис тоже участвует, но все жители деревни раздражены глупым Куртом, потому что он не присутствовал на похоронах, несмотря на то, что был лучшим из них. Городской лорд. Жители деревни заинтересованы в Виндалине и счастливы с ним, и замечают, что поведение Бранты было странным в эти дни. Последние несколько дней. В этот момент Амалия и ее дети приходят на похороны, и Виндалин приветствует ее и извиняется за то, что не навещала ее в последние несколько дней. Она говорит, что понимает, что он был занят, и что она не расстроена из-за него. В то же время дети очень рады, что их дядя – герой, убивающий драконов. Они просят его рассказать им о своей битве с драконами. Кроме того, наследник Льюис и Ина разыгрывают пьесу о битве Виндалин с первым великим драконом. Вечеринка продолжается, и Виндалин находится с Амали, рассказывая ей, что дети действительно выросли. Она отвечает, что она тоже выросла, и что ее дети – это все, о чем она сейчас думает. Дети приходят к своему дяде Виндалину и говорят своей матери, что хотят сладостей. Виндалин говорит, что принесет их прямо сейчас, и приносит им сладости с водой, и они очень довольны ими. После этого Виндалин прощается с ними. В этот момент приходит староста деревни и говорит Виндалин, что он может обратиться к нему с просьбой. Он говорит, что станет лордом вместо лорда Курта, потому что деревня находится под управлением Курта, и у нее нет будущего. Виндалин говорит, что он больше никому не скажет об этом, особенно своему брату и отцу. Староста отвечает, что он уже все решил, и ему все равно, что будет дальше, и что этого хотят все, включая королевский дворец. И что это не помешает ему, как искателю приключений, потому что у него есть сильный союзник, который сможет управлять всем в его отсутствие. Виндалин удивлена, что староста знает все эти подробности. В этот момент приходит Ранта и говорит старости, что он очень умный и не думал, что человек из деревни может знать все это. Виндалин спрашивает Бранту, что происходит. Ранта отвечает, что королевский дворец хочет, чтобы он стал новым лордом. После этого Виндалин садится с Брантой и рассказывает ему о плане, который был разработан, о том, что королевский дворец давно хотел использовать эту обширную территорию для своих целей. Но из-за некомпетентности предыдущих правителей эта земля оставалась заброшенной. К сожалению, Курт обычный и бесполезный человек. Поэтому во дворце придумали план, по которому Виндалин должна была спровоцировать Курта. Тем временем его отца свергнут, а Виндалин назначат правителем. Бранта понимает, что этот план разрабатывался очень давно, и даже деньги, которые он привез, предназначены для будущего развития этой земли. В это время Виндалин завтракает с друзьями, заметно нервничая из-за событий, происходящих во дворце. Вскоре приходят гости, которые оказываются племянниками Курта. Виндалин вовлекает их в магические игры, и они очень веселятся. Все замечают, что Виндалин беспокоится из-за просьбы дворца, касающейся племянников Курта, ведь они могут лишиться своего благородного будущего. Тем временем деревенские жители приходят к сэру Мейджору, отцу Виндалин, и Виндалин вместе с Гамлетом и Брантой встречают их. Они просят Виндалин стать зайцем вместо Курта и умоляют его стать правителем. Виндалин говорит, что он еще не принял решение и обдумывает это. Бранта замечает, что деревенский секретарь подстрекает людей и призывает их озвучивать эти требования. Бранта предупреждает Виндалин, чтобы она больше не действовала опрометчиво, и секретарь соглашается, прежде чем уйти. Позже Амалия оказывается рядом с комнатой Курта и видит там его сторонников, которые убеждают его поскорее избавиться от Виндалин, иначе у них будут большие проблемы. Курт приходит в ярость и угрожает наказать любого, кто ослушается его приказа. Позже Виндалин сидит с друзьями и размышляет о судьбе своего брата, если он станет правителем. Он боится, что они восстанут против него, потому что не захотят другого лидера. Виндалин беспокоится за брата и его семью. Он приходит к брату и пытается убедить его найти решение, чтобы он остался таким, какой есть, и его не свергли. К сожалению, его глупый брат в конце концов приходит в ярость и кричит на Виндалин, прогоняя его. Виндалин выходит из комнаты и встречает Амалию и детей. Амалия и дети идут в сад.
Уэндилин говорит Амалии, что он сделал все возможное, чтобы никто не пострадал, но, к сожалению, это решение не понравилось бы никому. В конце концов, Амалия говорит ему, что ее заботят только ее дети и их будущее, и она должна была оставить их, чтобы они на нее разозлились. Она понимает, что это обман, но ей все равно, главное, чтобы у ее детей было будущее. Позже Уэндилин возвращается во дворец и начинает готовить сладости вместе со своими друзьями. Он говорит им, что готов стать правителем. Он признает, что это решение не понравится многим и, что еще хуже, может навредить им. Но он твердо намерен, чтобы никто не пострадал и не умер. Чтобы этого добиться, все должны ему помочь. В этот момент его друзья внимательно слушают Уэндилина, следя за тем, чтобы не испортить ингредиенты, с которыми они работают. Уэндилин смеется над ними. Но в этот момент Элис и другие друзья уверяют его, что они обязательно помогут и поддержат его. На следующий день Уэндилин открывает лавку на рынке. Он начинает продавать все, что только можно, чтобы отвлечь горожан от магазинов сторонников Курта и разоблачить его. Курт очень злится и приказывает одному из своих последователей убить Уэндилина и избавиться от него. В ярости Курт кричит, что если они столкнутся с волшебником, то их быстро убьют. Уэндилин перехватывает последователей Курта на дороге и окружает их вместе со своими друзьями, прежде чем они успевают сбежать. На следующее утро один из последователей Курта говорит ему, что все его сторонники его предали. Курт сердито спрашивает, не угрожал ли им Уэндилин своей магией. Последовательница отрицает это, и мы знаем, что Виндалин предоставила им прекрасные возможности, например, развивать свое ремесло в столице и герцогстве, что позволит им найти работу в другом месте. Из-за этого все последователи Курта отвернулись от него и оставили его в изоляции. Виндалин нашла подходящий дом для детей Курта и Амалии, чтобы уберечь их от проблем, беспорядков и позора из-за их отца. Хотя это не так комфортно, как жить на родине, но все же лучше, чем жить в позоре. Виндалин приводит Родерика в церковь, где будет жить Курт после того, как возникли проблемы. В это время, когда Виндалин гуляет с Родериком, слуга мистера Рокинса забирает у него странную энергетическую флейту и быстро подбегает к нему. Курт забирает флейту у слуги и спрашивает, сколько тот хочет за нее. Слуга отвечает, что это компенсация от мистера Рокинса за ложные слухи, которые о нем распространяют. Он объясняет, что все, что требуется, это сотрудничество в будущих проектах для региона. Позже Бреннан замечает, что Курт приближается к ним и сообщает Виндалин, что план, похоже, продвигается, но наемный убийца исчез. Бреннан предполагает, что поскольку Курт сейчас один, это его шанс убить Виндалин. Виндалин подходит к Курту и спрашивает, что он здесь делает. Курт высокомерно отвечает, что он знает, что Виндалин и его последователи сейчас с ним, и говорит им, чтобы они быстро уходили. Затем он достает флейту и говорит Бренне, что он, конечно, могущественный волшебник, раз узнал ее. Бранна узнает в ней легендарную флейту дракона и объясняет Виндалин, что с ее помощью Курт может призвать большое количество драконов, которые одолеют даже Виндалин, обладающую магической силой. Виндалин предупреждает, что его действия опасны для всех, включая его семью. Курт отмахивается от ее опасений, заявляя, что когда все умрут, он унаследует имущество Виндалин, обустроит земли, станет лучшим героем, чем он, снова женится и заведет новую семью. Виндалин злится и угрожает Курту, но тот отвечает, что если она пошевелится, он воспользуется флейтой. Виндалин колеблется и пугается. Курт смеется, довольный тем, что Виндалин беспомощна. Он насмехается над ней, утверждая, что все, кто сегодня умрет, умрут из-за него и больше не из-за кого. В этот момент Бранна использует свою магию и быстро ударяет по флейте. Но ничего не происходит. Курт снова смеется, заявляя, что флейта теперь принадлежит ему. Он дует в нее, и все замечают что-то странное. Бранна говорит, что это не флейта дракона, а флейта зла, которая собирает всю злую энергию, чтобы превратить своего владельца в злобного монстра-зомби. Курт начинает превращаться, охваченный яростью и ненавистью. Виндалин потрясена тем, что ее брат изменился. Бранна торопливо говорит Виндалин, что нужно поскорее очистить брата, потому что он уже фактически мертв. Курт нападает на Виндалин, но Элис вмешивается, чтобы защитить ее. В конце концов, Виндалин удается очистить брата, чтобы он больше никому не навредил. Зло рассеивается, и Виндалин направляет его на особняк мистера Рокина, где Курт собирался отомстить, если его план убийства провалится. Курт погибает во время вечеринки в своем особняке. Родерик узнает обо всем и сообщает Виндалин, беспокоясь о безопасности Амалии и ее детей в столице. Виндалин решает, что пока они будут жить тайно со вторым сыном, Гамлетом, несмотря на то, что очень расстроен. Он сожалеет, что люди называют его героем, убившим дракона, хотя на самом деле он никого не спас. Бранон объясняет, что проблема возникла из-за внезапного появления флейты зла, которая вызвала большие неприятности. Армистер добавляет, что они до сих пор не знают, откуда взялась флейта, и это большая проблема. Виндалин не понимает, что за глупые проблемы у аристократов и почему они не берут на себя ответственность. Бранон спрашивает Виндалина, напоминая ему, что он тоже аристократ. Позже Виндалин приходит в королевский дворец и встречается с королем. Король награждает его всеми землями города и назначает новым правителем. Король спрашивает, есть ли у него еще какие-нибудь пожелания. Виндалин просит 2 титула из имеющихся, что вызывает возмущение среди аристократов и проблемы во дворце,
потому что ни один барон не возьмет все эти земли. После долгих споров входит армистер и предлагает простой выход, и король наконец соглашается на просьбу Виндалина и дает ему 2 титула. Он сразу же повышает его до графа, выше титула виконта. Все радуются, благодарят Виндалина, а король достает меч и делит королевскую часть. Тем временем король разговаривает с армистером и понимает, что произошло, и говорит ему, что все в зале отлично сыграли свои роли, кроме тебя, армистер. Сцена переносится во дворец Виндалина, где дети Курта тренируются с мечами. Виндалин сообщает Амаале, что передаст 2 титула, которые получил, их детям, когда они вырастут, но если им они не нужны, они могут отказаться от них, как им будет удобнее. Амаале очень рада и горячо благодарит Виндалина.